Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как я выучил русский язык за год. Какая шутка, я не выучил русский язык в совершенстве, но я могу немного говорить, и в этом видео я расскажу о том. Да, кто я? Я Ере, я изучаю русский язык самостоятельно уже 12 месяцев, да? На самом деле, сегодня день рождения моего русского языка. Уи! Какой... Да-да, это хорошо. Ну, в этом видео я расскажу вам немного о моем изучении. Еще раз, почему русский язык, какой были мои цели, на каком уровне мой русский язык и так далее. И да, давайте начнем. Да, почему русский язык? Я уже сделал видео об этом. Может быть, это было после 5 месяцев изучений. И там я уже сказал, это было случайно, когда я начал изучение. Но сейчас, после года изучений, я могу добавить что-то. Да, сначала это было случайно, а потом это было очень интересно, потому что я заметил, я могу учить, я могу выучить немного, и я могу говорить, общаться на русском. И да, но почему, зачем я продолжал изучение? Я думаю, как сказать, в конечном итоге это было то, что я просто люблю языки, и я думаю, это круто, если люди могут говорить на многих языках. И да, я просто хочу быть крутым человеком. Крутый человек, я хочу быть крутым, можно так сказать. И да, это главная причина, почему я изучаю русский язык. Но на каком уровне мой русский язык сейчас? Как вы уже заметили, это не так легко говорить правильно, нужно исправить всегда. И да, прежде чем я начал снимать видео, я смотрел несколько из моих предыдущих видео. И там, да, я говорил на русском, это удивительно. И кажется, я говорю немного лучше тогда, чем я могу говорить сейчас. Что мне делать? 1 год изучения, да, не помогло мне. Ну, в этих видео, мой первый видео, когда я говорил на русском, это было все, я мог сказать. Например, если у меня было что-то другое на уме, это не было возможно, что я просто мог говорить об этом. И, например, может быть, после полгода изучений, когда я снимал видео, и мои наушники выпал, у меня не было слова выразить себя, что я думал, что произошло и так далее. Но, может быть, сегодня это немного разная ситуация. И на каком уровне мой русский язык сейчас? В целом, я могу выразить себе мои мысли, я могу выразить мои эмоции и чувства. Если инженер, мужчина, можно иметь такие эмоции или общаться с эмоцией, общаться о эмоции. Или да. Если вы спросите мою жену,
Я думаю, она будет отвечать, что я не могу общаться о эмоции на ни одном языке. Да, и это правда. Ну, я могу немного выразить себя, и это хорошо. Ну, когда носители русского языка говорят, например, когда я в HelloTalk, это приложение, где я говорю на русском, там есть комнаты, и когда там много русскоговорящих людей, это просто кошмар. Они говорят так быстро, я не могу понять все, просто немного, можно сказать, я знаю, о чем они говорят, но в деталях, что они сказали, или что они сказали, это очень трудно понять. Но, да, я не могу реагировать, если они говорят быстро и что-то спросят. Это трудно. Но я могу выразить себе, например, когда я говорю сам, мне не нужно использовать английские слова или что-то другое, чтобы объяснить, что я хочу сказать. Я могу говорить на русском и убежать проблемы, если я говорю немного по-другому. И да, это мой русский язык сегодня. И да, о целях. Какой были мои цели? Я делал видео об этом тоже, но этот видео это был на английском, потому что тогда у меня не было достаточно слова, чтобы объяснить всем. Ну, во-первых, я говорил о том, что было бы круто, было бы здорово, если я мог говорить по-русски так, как я мог говорить, или так, как я могу говорить по-английски. Но уже в том видео я знал, это невозможно. И почему это так? Короче, я изучал английский в школе 10 лет, а потом я говорил более-менее в течение 20 лет, и это просто невозможно достичь этой уровень за год. Это так. Но в этом видео я тоже говорил о, как сказать, другая цель, или мой вторая цель. И это было то, что я хочу выучить 4000 самых распространенных слов. И да, я думаю, я почти достиг этой цели, потому что сейчас я уже, может быть, 3-4 раз прочитал эти слова. И да, я думаю, все из них еще не на моем активном словарном запасе, но может быть половину из этих слов или больше, я не знаю. Я нашел эту картину в интернете, и кажется, что 4000 слов. Это означает, что, может быть, я понимаю на уровень B2, но теперь я могу говорить на уровень A2, B2. Нет, B1, может быть. И да, я думаю, это очень хорошо для меня. Да, я счастлив.
И в этом видео, где я говорил о моих целях, я тоже сказал, что в целом, можно сказать, мой цель – это то, что я хочу свободно говорить с друзьями. И да, я думаю, это почти так. Ну, да, нужно практиковать больше, чтобы... Да, ну, сейчас я справлюсь с этим языком. Итак, да, у меня есть несколько минут еще, а потом начинает работа. И у меня есть собрание, или как сказать, да. Что мне сказать? Стоило ли это того? Было ли это времени только пустая трата времени, или что я думаю? И, конечно, это было хорошо. Это стоило ли того? Это стоило того. Как сказать? Оно стоило того. Такой сложная фраза. Ну, это требовало много времени. Сначала, можно сказать, я использовал 3-4, можно сказать, 5 часов в день, а потом, когда я начал мою работу, 2-3 часа в день. И да, за год, может быть, 800-900 часов, и это означает 70, может быть, часов в месяц, и это довольно много. И практически, что это значит? Это было так, когда я прогуливал с собакой, я всегда слушал подкасты на русском, или я говорил с друзьями по WhatsApp или в Hello Talk, и тоже, или я говорил самой собой. И когда я убирался дома, я послушал что-то. И да, это было тяжело, это требовало много времени, но я думаю, это стоило того. Можно так сказать? Это новая фраза для меня, и поэтому немного трудно использовать это. Ну да, на мой, как сказать, листок, это правильное слово, я не уверен. Что произойдет в будущем? Ну, я не знаю. Мой первая идея, первая мысль это то, что я хочу улучшить свой непальский и светский языки тоже. Потому что когда я учил русский язык, кажется, мои навыки в непальском и светском, они немного плохо сейчас. И поэтому мне нужно улучшить их. Ну, я не знаю, если я снимаю видео на русском, может быть, после нескольких месяцев, или не знаю. Нужно сказать, это видео было очень хорошо спасибо для меня, чтобы выучить. И тоже, когда я подтвердил свою мотивацию, мне очень помогло то, что вы написали мне комментарий. Это было хорошо, очень хорошо. Спасибо вам. Благодарю вас. Я здесь сегодня. Я не просил изучения русского языка. Я продолжал. И да, это результат. Да. Ну, сейчас мне пора идти. И да. Что я могу сказать? Я думаю, спасибо. Это специальное слово. Это хорошее слово. Это правильное слово сейчас. Спасибо вам. Это был очень интересный
путь, интересный путь. Не знаю, как правильно сказать, но вы понимали, что я имел в виду. Да, спасибо вам. И если вы хотите смотреть больше видео, напишите мне комментарии, и мы увидимся, что будет. Да, спасибо и пока-пока.